Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Приглашаю вас вместе со мной связать красивый коврик или декоративную салфетку из полиэфирного шнура. На самом деле, в этом видео я показываю начало вязания коврика с 1 по 10 ряд. И по сути получается вот такая середина с красивым обрамлением, и это может быть декоративная салфетка. Я специально выбрала простой, но оригинальный рельефный рисунок. Он смотрится очень интересно и в то же время просто выполняется. При вязании этого коврика я не буду использовать сложные элементы вязания, поэтому даже если вы не уверены в своих силах, вы только начинаете учиться вязать какие-то декоративные вещи крючком, то для вас этот мастер-класс тоже будет полезен. Если вы уже опытная вязальщица, то вы точно справитесь с такой работой. Поэтому этот мастер-класс для всех, и для новичков, и для опытных вязальщиц крючком. Как я и сказала, это начало вязания коврика или декоративная салфетка. Я связала с 1 по 10 ряд узор, и у меня получился круг диаметром 26-27 сантиметров. Какая получится салфетка или коврик размером, зависит от толщины шнура. Я использовала полиэфирный шнур без сердечника 3 мм. Вы можете взять другой материал, полиэфирный шнур диаметром 5 мм, или трикотажную пряжу, или хлопковый шнур. А также для вязания использовала крючок номер 5. Начинаю вязание коврика. Вот еще поближе показываю шнур. Кончик шнура лучше всего обжечь, чтобы он не распускался, так как здесь, если потянуть за ниточку, шнур может легко распускаться. Итак, начинаю вязание коврика с начального кольца. Оборачиваю вокруг указательного пальца нить. Вот делает такую начальную петельку, смотрите. И вот этот вот рабочую нить в центр петельки помещаю. Далее завожу крючок в начальное кольцо и вытягиваю такую начальную петельку. И далее поднимаю одну воздушную петельку из начального кольца и начинаю вязать первый ряд. Первый ряд вяжем 9 столбиков без накида, вводя крючок в начальное кольцо. Первый столбик, второй, третий столбик без накида, четвертый. И так провязываем 9 столбиков без накида. Друзья, я закончила вязать 9 столбик без накида. Здесь у меня 3, 6, 9 петелек по краю. И теперь, чтобы завершить ряд, стягиваю начальное кольцо, потянув за кончик нити. Далее этот отрезок нужно будет закрепить на изнанке. И делаю соединительный столбик из первой петли. Сделав соединительный столбик, переходим на вязание второго ряда. И второй ряд мы будем выполнять пышные столбики. Для первого пышного столбика не обязательно делать 3 петли подъема. Просто вытягиваем длинную петлю на высоту пышного столбика. Далее подхватываем на крючок рабочую нить, вводим крючок в ту же первую петельку и вытягиваем вторую длинную петлю. Вновь подхватываем рабочую нить, как накид, вводим крючок в ту же петлю и вытягиваем третью длинную петлю. Далее формируем вершину пышного столбика. Провязываем все петли с крючка и еще одну петлю
над пышными вытянутыми петлями, над пышным столбиком, это вершина. И плюс еще одну воздушную петлю набираем для вязания второго ряда. Итак, повторяем. Вначале делаем на крючок накид, вводим крючок в следующую петельку по ряду и из крючка через накид вытягиваем 3 петли. Вторую петлю сделали накид на крючок и третью петлю вытянули. Далее провязываем весь пучок вытянутых петель. Еще раз провязываем и делаем одну воздушную петлю по ряду. Итого нужно провязать 9 пышных столбиков. Сейчас покажу еще раз процесс вязания. Делаем накид, вводим крючок в третью петлю, вытягиваем длинную петлю на высоту пышного столбика, накид, вторую петлю вытягиваем, накид, третью петлю вытягиваем. Далее провязываем все вытянутые петельки и провязываем еще вершину. И плюс 1 воздушная петля. Итак, вяжем 9 пышных столбиков. В конце вязания второго ряда, после 9-го пышного столбика, набираем еще одну воздушную петлю подъема и завершаем ряд. Делаем соединительный столбик в вершину первого пышного столбика. Вводим крючок вот за 2 полупетельки на вершине и провязываем соединительный столбик. И получился вот такой кружок из пышных столбиков. Начинаем вязать третий ряд с 1 воздушной петли подъема. Далее вяжем, повторяя раппорт 9 раз. Из вершины пышного столбика провязываем столбик без накида. Между пышными столбиками провязываем 2 столбика без накида. Итак, повторяем. На вершине провязываем 1 столбик без накида, между пышными столбиками 2 столбика без накида. Итак, вяжем третий ряд. Заканчиваю третий ряд и начинаю вязание четвертого ряда. Третий ряд заканчиваю, вытягиваю рабочую петельку и ввожу крючок с лицевой стороны в первую петлю. Затем захватываю рабочую петлю и протягиваю на лицевую сторону эту петлю и немножко затягиваю ее. Далее набираю 2 петли подъема. Делаю на крючок накид и, пропустив 1 петлю по ряду, в следующую ввожу крючок и провязываю столбик с 1 накидом. Это первый элемент. Далее 2 воздушные петли и начинаю вязать второе повторение. В петлю, где был провязан последний столбик, ввожу крючок и провязываю накид. Делаю накид, пропустив 1 петлю, в следующую ввожу крючок и провязываю второй накид. Далее провязываю общую вершину. Так мы связали столбик с 2 основаниями и общей вершиной. После выполняю 2 воздушные петли и повторяю эти действия. Вяжу столбик с 2 основаниями и общей вершиной. Вначале ввожу крючок в точку последнего столбика, провязываю накид. Второе основание через 1 петлю, провязываю накид. Далее общую вершину и 2 воздушные петли. В 4-м ряду необходимо выполнить 13 повторений рисунка. И вот первое повторение, начало с 2 воздушных петель, тоже считаем. Сейчас я провязала 3 повторения и еще необходимо связать мне 10 вот таких треугольничков.
Заканчиваю вязание 4-го ряда и здесь делаю соединительный столбик в вершину первого столбика. Далее набираю 2 воздушные петли. Начинаю вязать 5-й ряд, и в 5-м ряду первый столбик это рельефный столбик, и он вяжется на вершине столбика с 2 основаниями. Вводим крючок за вершину и провязываем накид и вершину первого столбика. Далее на арочке из 2 воздушных петель провязываем 3 столбика с 1 накидом. И далее идет повтор. На вершине столбика с 2 основаниями, точнее на ножке, провязываем вот в верхней части рельефный столбик с 1 накидом. И на арочке обычные столбики с 1 накидом, 3 штуки. В 5-м ряду всего 13 раппортов узора. Вот я провязала 2 раппорта. Я провязала 5-й ряд столбиков, и вот такой уже интересный центр вырисовывается. Начинаю вязать 6-й ряд. 5-й ряд заканчиваю соединительным столбиком последнюю, вот во вторую петлю подъема, и набираю 3 петли подъема для нового ряда. 6-й ряд вяжем просто столбики с 1 накидом и расширяем круг. Здесь на вершине вот рельефного столбика провязываю 2 столбика с 1 накидом. И далее по ряду из 3 петелек вяжу 3 столбика с 1 накидом. То есть раппорт будет 5 столбиков. И всего 13 повторений. Вот через 3 столбика из следующей петельки вяжу вновь 2 столбика с 1 накидом. И так провязываю этот ряд. Перехожу к вязанию 7-го ряда. В конце 6-го ряда делаю соединительный столбик в 3-ю петлю подъема, набираю новые 3 воздушные петли и начинаю вязать 7-й ряд. Раппорт узора составит 6 столбиков с 1 накидом. На вершине первого столбика провязываем 2 столбика с 1 накидом. И далее по ряду выполняем 4 столбика по 1 столбику из петли. И вновь прибавление. Вот на первом столбике, который был прибавлен, выполняем из петли 2 столбика с 1 накидом. И далее по ряду 4 столбика по 1 из каждой петли. Всего 13 повторений в этом ряду. Перехожу к вязанию 8-го ряда. 7-й ряд заканчиваю соединительным столбиком в 3-ю петлю подъема. В 8-м ряду будем вывязывать рельефные лучи. И для того, чтобы лучи были правильной формы, необходимо довязать соединительные столбики до точки. Вот по центру вот этих лучиков, вот 3 столбика, видите, на арочке были провязаны. На центральном столбике поднимаемся вверх на 3 ряда и смотрим, вот это будет центр раппорта узора. И нужно до него довязать
соединительные столбики, так как от него мы начнем вязать лучи. Смотрите, для этого провязываем 4 соединительных столбика по вторым полупетелькам. 2, 3 и 4. А пятый соединительный столбик будем вязать как рельефный на вершине столбика. Вот вводим за вершину и провязываем пятый рельефный столбик. Далее набираем 4 воздушные петли подъема и эту арочку закрепляем на рельефном столбике на 3 ряда ниже. Вот он, этот столбик, он идет как выступающий лучик. Заводим крючок за ножку столбика и провязываем рельефный соединительный столбик. Далее набираем 4 воздушные петли. И на центральном столбике можно смотреть по центру, подниматься вверх, а можно просто отсчитать 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5 от предыдущего столбика, и на шестом на вершине провязываем соединительный столбик рельефный. И так повторяем. 1, 2, 3, 4 воздушные петли, затем рельефный соединительный столбик на ножке рельефного столбика на ряд ниже, еще раз 4 воздушные петли, отсчитываем от последнего петли, на которой был, от последнего столбика, на котором мы провязали цепочку 1, 2, 3, 4, 5 петель, и на шестом столбике на вершине провязываем рельефный соединительный столбик, и получается вот такие вот выступающие лучи. Итак, провязываю этот ряд, всего будет 13 таких лучей из связанных цепочек. Заканчиваю вязать 8 ряд, то они равномерно, ровно расположены, то есть имеют примерно одинаковый угол. И заканчиваю вот 13-ю вершину. Я после 4-й воздушной петли немножко вытягиваю рабочую нить, и теперь с изнанки вот за первую петельку ввожу крючок, подхватываю рабочую нить и вытягиваю ее наизнанку, а рабочую нить переношу за крючок и затягиваю петлю. После набираю одну воздушную петлю и начинаю вязать уже 9 ряд. А 9 ряд провязываем просто столбики без накида и делаем прибавление в каждом раппорте по одному столбику. Вот на вершине над связанными треугольниками, цепочками провязываем 2 столбика без накида, и далее по ряду вяжем 6 столбиков без накида из каждой петли по одному столбику. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот на вершине провязываем вновь 2 столбика без накида. Итак, выполняем этот ряд. Друзья, здесь я оговорилась, нужно делать прибавки через 5 столбиков без накида. То есть на вершине мы провязали 2 столбика из одной петли, и далее по ряду 5 столбиков без накида из каждой петли по одному. Всего раппорт составляет 7 столбиков без накида и всего 13 повторений. Завершаю вязание 9 ряда и начинаю 10 ряд. 9 ряд завершаю соединительным столбиком в первую петлю подъема. Далее начинаю вязать интересные столбики, и вместо первого столбика
набираю 3 воздушные петли подъема. Далее ввожу крючок во вторую петельку подъема и вытягиваю новую петлю на крючок. В первую петлю подъема ввожу крючок и еще одну петлю на крючок вытягиваю. Затем в то место начала вязания воздушных петель. И в следующую петельку ввожу крючок, вытягиваю новую петлю на крючок. Всего на крючке 5 петель. И захватив рабочую нить, провязываем эти петли разом. Получается вот такой интересный столбик. Далее закрепляем вершину этого столбика одной воздушной петлей и начинаем вязать следующий столбик. Вводим крючок вот за эту ниточку. Это петля, которую мы провязали, вершину столбика. Далее за последнюю петельку, которую вытягивали. Далее в основание столбика и в следующую петлю. На крючке вновь 5 петель. Эти 5 петель провязываем разом и закрепляем вершину столбика. Вот посмотрите, вот такие вот столбики получаются с горизонтальными ниточками. И начинаем следующий столбик. В ниточку в середине столбика вводим крючок, в петлю внизу, в основание столбика и в следующую петлю. 5 петель на крючке, провязываем их разом и еще один раз провязываем петлю. И продолжаем вязание таких столбиков по кругу. Получается, из каждой петли необходимо связать столбик. В конце можно их немножко растянуть и расправить. Дорогие друзья, я провязала 10-й ряд и посмотрите, какое красивое обрамление получилось. Возьмите на заметку этот прием вязания, так как 10-й ряд вязали, можно обвязывать любые изделия и получается ровная, аккуратная кромка. И по сути, провязав до 10-го ряда, вы получаете уже вот такую интересную, аккуратную салфетку с простым, но оригинальным рельефным узором. И заканчиваю этот ряд. Здесь я протягиваю рабочую петлю наизнанку, затем ее затягиваю. И далее можно обрезать и закрепить нить или продолжить дальше вязать коврик. Но об этом я буду рассказывать процесс вязания с 11 ряда во второй части видео вязания коврика. Дорогие рукодельницы, надеюсь, вам был понятен этот мастер-класс. Вы свяжете вместе со мной красивые салфетки или красивый интересный коврик. Не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!